Приветствую тебя, дорогой зритель! В этом ролике мы, как обычно, распакуем посылки с играми. Также будут раритетные комиксы и попытаемся нарисовать черепашек-ниндзя. Погоняем гонки на PlayStation и попробуем взять золото в гонках Формула-1. Так что погнали! Forever Young. Первая посылка этого ролика – это коробка из-под процессорного кулера. Приехала она от Сергея из Ставрополя. С RGB-подсветкой. Опа, диск для PlayStation 3. Называется Get Fit with Mel B. You just need a good workout buddy. Типа тренируйся с Mel B. Слушайте, но это не совсем игра, это, кажется, интерактивная аэробика, я так полагаю. Эту фитнес-богиню на обложке и зовут Mel B. Похлопаем нашему Шерлоку. На коробке прочитал имя, и он догадался, что ее зовут Mel B. Кстати, для справки, это бывшая солистка Spice Girls. Да-да, те самые перчинки из 90-х. Пока ты в детстве жевал гудрон, эта женщина зарабатывала миллионы, а теперь приехала из Ставрополя заставлять тебя худеть. Чего тут только нет. Смотрите, целая инструкция для использования резинового жгута. Какая-то рекламная бумажка. Еще один вкладыш. И полноценный мануал. Мануал по фитнесу для игрока в PlayStation. Надеюсь, там есть глава «Как поднять геймпад и не сорвать спину». Блин, ребята, а бокс-то просто в идеальном состоянии. Кажись, прошлый владелец не особо-то ими пользовался. Ну, естественно. Сергей купил это, один раз присел, у него хрустнуло колено, и он убрал игру на полку на 15 лет. До тех пор, пока один коллекционер хлама не выкупил ее. Так, едем дальше. И у нас в руках небольшая посылка, которая приехала ко мне через DPD. Прислала данную посылку Ирина из города Саранск. Ну, это Мордовия. Мордовия. Это Республика Мордовия. О, пацаны, да ладно, это же драйвер. Сан-Франциско. Причем в издании Platinum. И вот тут на плашке внизу написано, что игра полностью на русском языке. Обожаю эту серию. Играл вообще почти во все части, начиная еще с первой Sony PlayStation. Вспомни, как в первой части 3 часа не мог пройти дурацкое обучение в гараже. Сделай змейку. Сделай разворот на 180 градусов. Да у автора канала от одной музыки из гаража до сих пор глаз дергается. Но вообще, драйвер Сан-Франциско — это реально культовая вещь. И что тут у нас сзади написано? Детектив под прикрытием Джон Таннер открывает охоту за головами. Присоединяйтесь. И посмотри, какие сочные скриншоты украшают сзади. Так, у нас тут имеется рекламный вкладыш с каким-то промокодом, который, понятное дело, уже лет 10 как протух. И оригинальный мануал на месте. Промокод у него протух. Да в этой игре сама игра уже эксклюзив. На секундочку, ее несколько лет назад полностью удалили из всех цифровых магазинов Steam PlayStation Store из-за проблем с лицензиями на машины и музыку. Так что Ирина из Мордовии прислала тебе не просто диск, а настоящий физический артефакт, который сейчас фиг где купишь. Береги его. Так, драйвер также уходит ко мне на полку. Отличная игра. Кофе-пушка бодрит как надо. Ну, конечно, автору нужен кофеин. Работа-то адская. Сидишь, коробочки открываешь, пальцами щелкаешь. Прям Танос от мира гейминга, только вместо уничтожения половины вселенной ты уничтожаешь свой бюджет на старые диски. Так, и следующая посылка пришла через Авито от Егора из славного города Иркутск. А вот к жителям Иркутской области дальний космос стучится в окна. Ты только посмотри, это же Spyro Enter the Dragonfly. На PlayStation 2. Ребята, бокс просто в блестящем состоянии. В эту часть я не играл. Я застал Spyro только на первой плойке. О, это первая игра от сторонних разработчиков, которая в 2002 году чуть не похоронила бедного фиолетового дракончика из-за багов и просадок до 10 кадров. Зато на обложке гордо написано «The Way of the Dragon» — «Путь дракона».
Прямо как фильм с Брюсом Ли, только вместо нунчак у нас пацан, который летает и выдыхает пламя. Егор даже в сам бокс положил пупырку для сохранности. Стоп, погодите, на пупырку прилип чей-то длинный волос. Кажись, Егор у нас длинноволосый и русый. Дружище, мы ведь почти в каждом ролике при распаковке натыкаемся на чей-то волос. Кто-то прислал мне свой волос. Тут чей длинный волос. Волос чей-то. Очередной светлый волос. Кажись, у нас Петр длинноволосый. На скотче прилип чей-то длинный волос. Дружище, нам пора с тобой открывать свой салон париков. Ладно, волос в сторону. Мы тут играми заняты. Вы только посмотрите на этот шикарный толстенный мануал. Ну, давайте маленького дракончика отправим на полку. И возвращаемся к нашему желтому конверту. Ничего себе, тут 2 старых комикса упакованы в пленочный протектор. Отлично. Еще раз спасибо Егору за сохранность. И первый комикс — это Fantastic Four. Один за всех и все за одного. Фантастическая четверка. 200-й номер, ребята, от издательства Marvel Comics. Ребята, и на минутку, этот выпуск 1978 года. Представьте, на обложке мы с вами наблюдаем эпичную битву Доктора Дума и Фантастической четверки. Кстати, это 17-й по счету юбилейный выпуск. Крутотень. Ого, 1978 год. Этому комиксу почти 50 лет. Доктор Дум на обложке выглядит счастливее, чем автор канала, когда видит, что посылка доехала целой. Так, и переходим к следующему, второму комиксу, ребята. Это Marvel Super Action. Номер 11, ребята. 2 цифры. Представьте. Также от Marvel. И также с 78 года. На обложке, как мы прекрасно видим, изображен Аквамен. Погоди, ты сказал Аквамен. Это потому, что он синий? Или потому, что эта посылка шла к тебе из Тюмени по воде? Все просто, у него на лбу большая буква А. Дедукция, пацаны, буква А значит Аквамен. Ты будешь Акваменом. Я не хочу быть Акваменом. Аквамен сосет. Да ладно, шучу. Это Человек-паук. The Triumph and the Tragedy. Триумф и трагедия. Боже, дедукция уровня Шерлок Холмс на минималках. Капитан Америка плачет в углу, Аквамен крестится в океане, а Человек-паук вообще в шоке, что его перепутали с парнем в синем трико и со щитом. Триумф и трагедия — это описание твоих познаний в супергероике, дружище. Если кто-то скажет, что всего лишь обычный парень, тот соврет. Да, я знаю, что это Капитан Америка. Я решил просто посмотреть на твою реакцию. Так, ладно, возвращаемся к желтому конверту и достаем. И, кажется, это последний лот из этой посылки. Это только 2 Touring Cars на первую Sony PlayStation. Так, сразу видим, что одно из пластиковых креплений бокса, увы, сломано. Время его не пощадило. На обороте читаем Touring Cars just got revved up. Типа, тачки только что завели свои двигатели. ООО. Великая гоночная серия от Codemasters, из которой потом вырастут культовые Toka Race Driver и Grid. А сломанное крепление — это база для хрупких коробок PS1. Они ломались, даже если на них просто строго посмотреть. Внутри у нас поролон. Егор реально бережно упаковал все, чтобы диск не болтался. Рекламная брошюра от Codemasters. Это их шоу-кейс. Буклет со всеми их играми на PlayStation 1 на тот момент. А далее толстенный мануал в идеальном состоянии. Так, пацаны, я не удержался и вставил диск только 2 в консоль. Погнали, затестим. И на старте нас встречает всеми узнаваемый логотип Codemasters. Настоящий короли гоночных симуляторов. На выбор взял себе Audi. Она полноприводна, так что очень надеюсь, что я смогу с ней справиться и меня не развернет на первом же повороте. Выбираем трассу. Слушай, а графика для первой плойки очень даже неплохая. Круто, вид из кабины тоже есть. Можно даже по сторонам смотреть. Это отдельные кнопки R2 и L2. О да, Codemasters.
Люди, которые заставили миллионы геймеров плакать над траекториями поворотов. А твой выбор Audi с полным приводом – это как попытка надеть зимние сапоги летом. Кажется, что надежно, но управлять этим процессом ты все равно нормально не сможешь. Ну, погнали, мастер автоспорта. Оба, подождите, что-то я вообще не поспеваю за ними. Будто боты улетают вперед на космической скорости. Пока ты крутил пиксельной головой влево-вправо и рассматривал салон, тебя обогнал даже трактор, который косил траву за пределами трассы. Оставь камеру в покое и сфокусируйся на гонке, Шумахер. Слегка сложновато играть, я скажу. К управлению прямо надо привыкать. А так вообще все норм. Смотрите, тут даже погодные явления присутствуют в виде дождя. Меня заносит, улетая в гравий. Ребята, отсюда очень трудно выбраться. Машины буксуют. Так, ладно, торможение и газ работает отлично. А вот в какой момент надо нажимать кнопку в поворотах, это надо прям почувствовать. Меня заносит то ли когда я отпускаю газ, то ли наоборот в момент нажатия и поворота руля. Физика заноса тут просто шлет тебе привет из 1998 года. Нажал – улетел, отпустил – тоже улетел. Идеальный баланс боли. Так, ладно, с Audi под дождем у нас не особо задалось, поэтому я решил сменить тактику. Взял Honda Accord и трассу Silverstone. И знаете что, пацаны? Она прямо резвее. Скорость набирает заметно быстрее. Да и в поворотах ведет себя намного послушнее. Прям радует. Смотри, я даже их догоняю. Так аккуратненько обходим по внутренней траектории. А теперь я их уже обгоняю. Вот это я понимаю, пошла жара. Honda просто летит по Silverstone. Управление теперь чувствуется как надо. Опа, японская ярость вошла в чат. Врубил втек на британской трассе. Смотрите-ка, у него прорезался скилл. Куда ты дел того парня, который минуту назад полировал гравий под ливнем? Ну вот совсем другое дело. Да, конечно, первое место мне не видать, но уже начинаю привыкать к управлению. Это вообще не аркадная игра, это самый настоящий симулятор, пацаны. Физику завези на полную. Игра реально раскрывается, когда подбираешь правильную машину по трассу. Ладно, признаю, камбэк был красивым. Настоящий симулятор для суровых мужчин. А теперь откладывай геймпад, у нас там на очереди огромная посылка. Forever young. Ребята, жесть, я забыл включить камеру и едва не распаковал эту махину без вашего участия. Казнить бы его надо, Ваше Величество. Спокойней будет. Успел только скотч подрезать. Ну молодец, гений контента. Камеру он забыл включить. Ладно, живи пока. Посылка прилетела из Тюмени. Город Тюмень, лучший город из городов. Имени на бланке нет, но я на 99% уверен, у кого я ее купил. Это Марат. Он всегда выставляет просто топовые лоты на аукционах. В качестве заполнителя у нас тут полно крафт бумаги. Отлично, спасибо, Марат, за заботу. Давай доставать по одной. О, бро, благодарю за лайк. Погнали, первая игра из этой огромной посылки. The Sum of All Fears. На русском она выходила под названием «Цена страха». Вверху плашка, фильм основан на книге Тома Клэнси, а эта игра основана на фильме. The sum of all fears. На обложке максимально узнаваемые лица. Это Бен Аффлек и никогда не стареющий Морган Фриман. Кстати, я сам фильм не помню. На обороте бокса читаем «The world is waiting, counter the crisis», что в переводе значит Мир ждет, противодействуй кризису. Игра по фильму, который снят по книге. Какая-то мета-ирония. Морган Фриман на обложке выглядит так, будто уже тогда, в начале 2000-х, знал, что ты найдешь этот диск через четверть века. А Бен Аффлек, как обычно, грустит. Наверное, предчувствует, какие оценки эта игра получила от критиков. Ну, я даже не сомневался, что здесь внутри будет пупырка, ведь посылка от Марата. Мануал на месте. Давайте перейдем к следующей игре. О, это Company of Heroes на PC. Легендарная стратегия, но я в нее не играл. Не играл в Company of Heroes? Ты вообще человек или нейросеть? Это же лучшая тактическая стратегия про Вторую мировую.
Там физика и разрушаемость в 2006 году были лучше, чем во многих играх сейчас. Ладно, откладывай в сторону свою ПК-войнушку, давай консольная. Да, ты только не упрекай меня в этом. Далее у нас игра на PlayStation 2 Prisoners of War. А, военный пленный. Кажется, она тоже сделана по мотивам какого-то фильма. И в нее я тоже не играл. Бокс неплох. Но посмотрите на обложку. Вот этот самолет на заднем плане. Кто-то явно очень хотел сбить. Тут след от царапины прямо по фюзеляжу. На обороте весь текст на немецком. Ich liebe dich. Немецкий текст на обложке игры про побег из концлагеря. Аутентичненько. Игра-то хардкорная, там оружия нет. Только прятаться и воровать форму у охранников. Так, а это у нас, вау, F1 2001 от EA Sports. Пацаны, как раз в прошлом ролике мы с вами гоняли Формулу-1 2000 на первой плойке и взяли золото на трассе в Мельбурне. На обложке красуется Михаил Шумахер на Феррари. Точнее, это Феррари и в ней Михаил Шумахер. А позади него летит Уильямс. Это либо его брат Ральф Шумахер, либо Хуан Пабло Монтоя, которые выступали в те года на данных болидах. Слушайте, надо будет обязательно ее потестить, посмотрим, насколько за год изменилась графика и сможем ли мы с первого же заезда снова взять золото. О, запахло палеными шинами и ностальгией. На обложке действительно Ральф Шумахер, так что у нас тут семейные разборки на скорости 300 км в час. И да, взять золото с первого заезда... Сомнительно, но окей. В F1 2001 управление сделали реалистичнее, так что твой болид развернет на первом же повороте. Заскринь это. Да ладно, нам не впервые, чтобы гонять в королевских гонках. Возьмем золото. Так, а теперь переходим к тяжелой артиллерии из Тюмени. F1 2001 на PlayStation 2. Быстро пропускаем этот динамичный вступительный ролик. Так, сразу обращаю внимание, что на фоне играет какая-то обычная музыка. Блин, а в Формулу-1 2000 года на первой плоке играл легендарный трек Placebo. Ever You, Ever Me. Жаль. Так, выбираем быструю гонку. Пилота. О, пацаны, посмотрите, тут в меню есть даже Ферстаппен старший. На секундочку, в нашем времени уже лет 8, как выступает его сын Макс Ферстаппен. И на данный момент он является действующим чемпионом Формулы-1. Вот это преемственность поколений. А еще здесь гоняет старина Фернандо Алонсо. Он, походу, вообще бессмертный, до сих пор в строю. Но я, пожалуй, выберу Мику Хакинена на Макларене. Макс Ферстаппен тогда еще пешком под стол ходил и в машинке играл, а его батя пилотировал болид. А Алонсо, серьезно, Фернандо, кажется, застал еще гонки на колесницах в Древнем Риме. Ладно, Хаккинен так Хаккинен, легендарный летучий фин. Погнали. Так, пацаны, трассу Мельбурн выбрать сразу нельзя. Она заблокирована. Окей, в таком случае выберем другую легендарную и суперскоростную трассу. Монца. Это Гран-при Италии. О, смотрите, на трассе нас встречает Grid Girls, ну или Show Girls. Я уже и забыл, что раньше такое было в королевских гонках. Ведь с какого-то года девушек возле болидов полностью убрали. Типа это оскорбляло феминисток и ущемляло права женщин. Нет, нет, нет. Блин, в 2001 году все было в порядке с правами на красоту. Какой крутой вид камеры, шикарно. Подождите, я что-то не то прожал. Повтор, что ли, учился? А, все, вернул. Прикольно. Смотри, только что мой пилот рукой снял грязную защитную пленку с забрал шлема. Прям как настоящие гонщики во время реальных заездов. Вот это детализация 2001 года. Мы отлично узнаем эти знаменитые повороты Монзы. График реально радует глаз, а звуки аэродвигателей V10 сделаны просто потрясающие.
О, я думал, это уже финиш. Уже готов был праздновать победу. Но оказывается, впереди еще один круг. Окей, заходим на 4-й круг, последний. Кстати, ребята, если вы давно смотрите Формулу-1, то вы 100% вспомните визуал всплывающих окон и таблицу лидеров. Дизайн прям как в оригинальных ТВ-трансляциях тех лет. Очень круто. И да, пацаны, реально графика просто колоссально изменилась между первой плойкой и второй. Небо и земля. Праздновал он. Рано расслабился Доменик Торетто. А оформление и плашки снизу – это да, чистый кайф и ностальгия. Прямо воспоминания, как воскресным днем смотрели гонки по телевизору под комментарии Алексея Попова. А комментатор по определению дурак. Но комментатор тоже человек, друзья мои, и ему немножко обидно. Ну вот теперь точно все. Вот мы и взяли золото в Монзе. Отлично. Игра пушка. Да, первое место. Позади остались Хуан Пабло Монтойя, Ральф и Михаил Шумахер и здравый смысл. Давайте будем честны. Эта победа ковалась не в аэродинамической трубе, а в первом повороте варианте Делла Роджи, где наш чемпион просто использовал болид Хуана Пабло в качестве тормоза. Физика 2001 года позволяет срезать углы по траве без потери скорости? Отлично, заворачивайте кубок. Хейтеры скажут, это аркада. Мы скажем, это подиум, детка. На PlayStation 1 Electronic Arts успели выпустить всего 2 игры. Это дебютная F1 2000 и ее улучшенная версия F1 Championship Season 2000. А вот на легендарной PlayStation 2 серия развернулась сильнее. Там вышло 4 части. После этого EA потеряли лицензию, вернулись в королевские гонки лишь много лет спустя. Идем дальше. О, игра на Xbox 360, а Halo 3 в издании Classic. На обороте читаем цитату из рецензии. 10 of 10, the best game yet in one of the best FPS franchise of the era. Переведу, кто не понял. Лучшая игра в одной из лучших серий шутеров от первого лица этой эпохи. Вообще не скромничают, пацаны. Ну, вообще-то они не врут. В 2007 году Halo 3 устроила такой бум, что люди штурмом брали магазины. For the midnight release of Halo 3. Это тебе не современный мультиплеер с платными скинами котиков. Это величие. Хотя плашка Classic на коробке так и шепчет. Чувак, ты стареешь, этой классике уже почти 20 лет. И помимо мануала здесь даже имеется мини-плакат. Кайф. Далее игра на PlayStation 2 Red Faction. У меня есть Red Faction, первая и вторая, на PlayStation 3. Теперь вот эта классика. На обороте бокса нас призывает Join the Revolution. Присоединяйтесь к революции. Какой-то очередной Ленин там маркетинга писал этот текст, чтобы поднять продажи. Внутри мануал и регистрационная карточка. Товарищ, бери кирку и иди крушить стены. Хотя, зная твою любовь к забиванию на прохождение, революция на Марсе загнется, так и не начавшись. Intruder in Docking Bay 4. Security to Docking Bay 4. PlayStation 2 подарила нам 2 игры. Это зубодробительный оригинальный шутер Red Faction 2001 года, удививший всех технологией GeoMod, и его прямое продолжение — боевик Red Faction 2. На PlayStation 3 вышло уже 3 проекта. Культовая Red Faction Guerrilla 2009 года и линейный, но драйвовый сиквел Red Faction Armageddon. И мало кто помнит, но специально для PSN выходило цифровое аркадное дополнение на машинках Red Faction Battlegrounds. О, это у нас Teenage Mutant Ninja Turtles. Черепашки-ниндзя на PlayStation 2. Все мы их любим. По крайней мере, поколение 90-х. Пацаны, как же много я их рисовал в детстве. Все мои школьные тетради и парты были в этих черепашках. Мануал и диск на месте. Ага, вместо тригонометрии рисовал Леонардо с катанами. Теперь понятно, почему ты путаешь Капитана Америку с Акваменом. Но за черепах лайк, святое детство. Кавабанга олдфаги. Реально, кавабанга. Давай попробуем нарисовать, как было и в старые времена. О, нет, началось. Пикассо кофейных стаканчиков. Смотрите на него, человеку больше 30 лет, он на стаканчиках калякает.
ninja team. On the scene, cool teens doing ninja things. So extreme, out the sewer like laser beams. Get right with the shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooze make the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a leader in blue. Does anything it takes to get his ninjas through. Donatello is a fellow, has a way with machines. Raphael's got the most attitude on the team. Michelangelo, he's one of a kind. And he knows where to find it when it's party time. That's a splinter out of every single skill they need to be one lean, mean, greedy, crazy team. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. On the scene, cool teens doing ninja things. So extreme, out the sewer like laser beams. Get right with the shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooze make the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Вроде бы еще не забыл, ребята, рисовать. Все еще достойно. Extreme out the sewer like laser beams. Get right with the shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooze make the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a leader in blue. Does anything it takes to get his ninjas through. Если этот ролик наберет 92 лайка, то этот кожаный дорисует остальных черепашек. Или же, если хотите, можно в комментариях проголосовать за Кейси Джонса и красотку Эйприл О'Нил. А следом идет WRC2 Extreme. То есть вторая часть на PlayStation 2. Отличная серия раллийных гонок. И мануал тут прямо непростой, плотный такой. Heat Seeker на PlayStation 2 не играл. Но, судя по всему, это аналог Ace Combat. Она от Codemasters, а значит, плохой быть не должна. На обороте читаем пафосный слоган. Fight to win, fight to stay alive. Боритесь за победу, боритесь за выживание. Опа, диско вверх ногами лежит. Макулатура на месте. Мануал, вкладыш, очередной шоу-кейс от Codemasters. А, подождите минутку, это не диск вверх ногами, он зеркальный с двух сторон. Интересно, они обе играбельные? Пацаны, у кого есть такая же игра, маякните в комментариях. У вас так же? Не, ну ее точно надо будет потестить. Я заинтригован. Так, сразу видим, что создатели не поскупились на кинематографичность. Вставили видеоролики с реальными актерами. Прикольно. Конечно, хочешь не хочешь, ты эту игру будешь сравнивать с легендарной Ace Combat. И пока все выглядит очень даже неплохо. Ну посмотрите на эту фишку, тут можно зажать кнопку и смотреть за полетом собственной ракеты. Когда ты преодолеваешь скорость звука, на экране появляется реальный эффект вспышки из воздушного хлопка. Ace Combat такого эффекта не было. Ого, живые актеры в заставках на PS2. Codemasters решили шикануть. Ну давай, Том Круз комнатного масштаба, покажи, на что способен этот тюменский артефакт. При этом управление здесь максимально легкое, по крайней мере сейчас я вообще не чувствую какой-либо нагрузки или тяжести самолета. Это даже больше Afterburner, чем Ace Combat. Это чисто такой бодрый аркадный шутер. Но эффект сверхзвуковой скорости это реально прикольно сделали. Вау, режим камера на ракете. Почувствуй себя оружием возмездия. А эффект звукового барьера – мое почтение. Управление легкое, потому что физику сюда, в отличие от Тока 2, завести забыли. Короче, идеальный аркадный тир для расслабления мозга.
Дальше у нас Shadow the Hedgehog. Бокс в неплохом состоянии. Соников я в детстве мало играл, но в это тем более. На обороте вопрос. Hero or Villain? Герой или злодей? Мануал тут тоже непростой. Целая книжка развертыш. Соник с огнестрелом и пафосным лицом — это лучшее, что родила японская индустрия в попытках выглядеть круто для подростков. Спойлер. Ты будешь злодеем, потому что играть в это без боли невозможно. О, Pro Evolution Soccer 3, ребята. Вы только посмотрите, кто на обложке. Неповторимый, легендарный футбольный рефери Пьер Луиджи Колина. Ему доверяли самые жесткие титульные матчи. Игроки его невероятно уважали и, честно говоря, до смерти боялись. Чего стоит его один взгляд? Где вы еще видели, чтобы судья был лицом футбольного симулятора? Молодцы, Konami, уважили легенду. Наоборот, читаем. Новый сезон начался. Реальный футбол вернулся. О, да! Пьер Луиджи Колина мог одним взглядом заставить Руни извиниться, а Суарасос передумать кусаться. Кодзима тогда еще работал в Konami, походу это его гениальная идея – засунуть лысого судью на обложку Фудсима. Unreal Tournament 2004. Unreal Tournament 2004. На PC. О, игра наших компьютерных клубов. Следуем еще одна ПК-классика. Doom 3 в издании Best of Info Games. В эту часть мне в свое время не удалось поиграть, но очень хочу опробовать. Брошюра по раскладке горячих клавиш. Очень круто. И внушительный мануал. Doom 3. Готовь кирпичи, дружище. И не забудь скачать мод на фонарик, примотанный к пушке. А то проведешь пол-игры в кромешной тьме, откладывая кирпичи под тихий шепот демонов. Вау, Need for Speed Most Wanted. На PlayStation 2. Пацаны, это просто шикарно. Шикарный бокс. Слезы на ностальгии просто стекают по моим щекам. Одна из лучших частей NFS, без вариантов. Тише, тише, не плачь в кадре, а то просмотры упадут. Хотя ладно, при звуках «Эрон Дон Дон». Стоп, это из андеграунда. Короче, при виде BMW M3 GTR даже у меня внутреннего голоса наворачивается слеза. Марату за этот лот отдельный респект и вечный лайк. Пацаны, как же не затестить Need for Speed Most Wanted на PlayStation 2? И на старте нас встречает то самое культовое предупреждение от милой девушки, актрисы Джози Маран, которая играла Мию. Она говорит, что надеется, что мы гоняем только в игре, а в реальной жизни по улицам надо ездить аккуратно и обязательно пристегнув ремень. Окей, мы вняли ее словам. Итак, пацаны. Да, кто ж? Конечно. 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 О, да. Главная хранительница безопасности нашего детства. Мы кивали ей головой, соглашались, а потом садились за руль и сбивали все полицейские машины и телефонные будки в Рокпорте. Слушай ее внимательно, она плохого не посоветует. Погнали дальше. И далее у нас идет легендарный ролик с участием той самой серебристо-синей BMW M3. Снова живые актеры в кадре. И Мия говорит нашему герою, что Рейзер опасен, мол, будь осторожен. А этот пафосный тип на Мустанге заявляет, что сначала отберет у нас машину, а потом и девушку. Слушайте, а она-то какое отношение имеет к нашему герою? Мы же ее только в лицо и знаем. Короче, она просто говорит, будь внимательнее. Блин, пацаны, какие же нереально крутыми казались эти видеовставки в середине нулевых. Отберет машину и девушку? Слышь, Рейзер, машину ладно, забирай свою бэху. У нее все равно чек горит и масло жрет. Но на Мия рот не разевай. Это святое для каждого, кто рос в 2005 году.
А насчет того, какое она имеет отношение к герою, да ладно тебе, Шерлок. В гоночных сюжетах нулевых логику искать — это как искать полный привод на Хонде Аккорд. Просто наслаждайся стилем. Дружище, прости, что молчу, просто ностальгия из глаз капает рекой. И эмоции меня реально переполняют. Сколько лет прошло? И да, мы первые. По-другому и быть не могло. Ведь сколько сотен часов мы в детстве провели за этой игрой. Пальцы-то все помнят. Это было прекрасно. Пальцы действительно помнят все. Ладно, тут даже я язвить не буду. При звуках этого мотора у любого олдфага олдскул и сведет. А смахиваем слезы и идем дальше. Ratchet & Clank 2. Ratchet & Clank 2. Читаем слоганы от маркетологов. Ratchet & Clank. Return kicking ass one planet at a time. А что в переводе значит Ratchet & Clank возвращается, надирает задницы на каждой планете по очереди. Ничего себе текстовочка для детской игры. Правда говоря, в нулевых все было брутальнее. А стоп, сам диск-то у нас от издателя Platinum. Ладно, it's my fault. Значит, это мой косяк, не доглядел на аукционе. Надирают задницы. Найс. Жаль, что платиновый диск немного надирает задницу твоей внутренней перфекционистской коллекции. Но для игры сойдет. Далее у нас идет Dragon Ball Z Budokai 2 на PlayStation 2. В прошлом ролике мы распаковывали Dragon Balls для PlayStation 1. Так что серия продолжается. Мануал и диск на месте. А следующая игра это у нас Heaven Call of the King. На PlayStation 2. Бокс блестит. Карточка, диск, все в идеале. Дальше у нас игра Surf's Up. А лови волну. По мультику про пингвинов-серферов. И следующая игра это у нас Time Crisis 2 на PlayStation 2. Обожаю эту серию, начиная с первой части на PlayStation 1 и игровых автоматов с пистолетами. И финальный аккорд этой огромной посылки 50 Cent Bulletproof. What's mine is mine. What's yours is mine. I run these streets. Здесь наш гангстер-рэп со стволами наперевес решает глобальные проблемы мира. На обороте написано The Ultimate 50 Cent Experience. His music, his videos, his game. Абсолютный опыт 50 Цента. Его музыка, его видео, его игра. А вот мануала внутри нет. Да, этот лот изначально на аукционе шел без него. И это была крайняя игра из этой огромной тюменской посылки. Фу, Марату еще раз огромное спасибо за такую отправку и за такие лоты.
Так, пацаны, следующая игра прошла ко мне весьма необычным способом. Вообще без коробки и без посылочной упаковки. Мне ее привез мой товарищ, причем в комплекте с легендарными тульскими пряниками. Правда, до выпуска этого ролика сами пряники, увы, не дожили. Я благополучно приговорил под кофе. Так что у нас осталось только NBA 2K22 на PlayStation 4. Слушайте, ну вы только посмотрите на этот шикарный рукав, слип-кейс. Это же не просто обложка, это прямо художественное полотно. Здесь у нас юбилейное издание. И на обложке сразу 3 легендарных баскетболиста, которые навсегда вписали свои имена в историю НБА. Карим Абдулла-Джаббар, Дирк Новицкий и Кевин Дюрант. Смотрите, как круто стилизовано. Будто акварелью нарисовано. Нереальный стиль. Пряники он съел, а спортивный симулятор оставил. Типичный геймер. Но вообще привезти NBA из Тулы – сильный геополитический ход. Внутри у нас еще бонусы контент и бонусы за предзаказ. Другу еще раз огромное спасибо за презент. Все, НБА отправляется на полку. И заключительным аккордом нашего сегодняшнего выпуска становится физическое издание, но уже не игры, а книги по великой вселенной Warhammer 40 тысяч. Пацаны, это знаменитая ересь Хорусов. Книга 4, абсолютно новая, запечатанная в пленку. Шикарный, огромный амнибус. В этом одном томе собраны сразу 3 культовые книги цикла «Легенды Ереси», «Падшие ангелы» и «Тысячи сынов». И что самое интересное, у каждой книги свой автор. На самом деле все эти произведения мной уже давно прочитаны в цифре. Но вот именно крутого физического издания в коллекции у меня не было. О, пошел тяжелый люкс, запах свежей типографской краски и сожженного проспера. Слышишь этот треск пленки? Это трещат кости космодесантников. Вот это я понимаю. Мощная книга. Обложку этого тома украшает сам примарх Магнус, он же Алый Король, он же Магнус Красный и его легион Тысячи Сынов, во главе которой, если я не ошибаюсь, стоит его первый капитан Авзак Ариман. Смотри, как интересно, как мы видим по арту, все его тысячники все еще в своей оригинальной алой броне, до того, как они перекрасились в синий-золотой. И тут у меня к вам назрел монументальный вопрос, пацаны. Предавал ли Магнус Императора? Напиши обязательно в комментариях, если ты знаком со вселенной Вархаммера. Лично, по моему мнению, однозначно нет. Магнус не предавал. И теперь у меня на полке красуются уже целых 3 тома из этой шикарной серии. Ну все, открыл портал в ад. Сейчас в комментариях начнется такая гражданская война между лоялистами и хаоситами, что Дзинч лично придет ставить тебе лайк. Магнус просто хотел как лучше. А получилось, как всегда, в Вархаммере. Книгу в шкаф, а автору дежурный респект за базу. Ну что, друзья, все коробки распакованы, диски разложены по полочкам. А теперь время для нашей традиционной рубрики «Минутка душевной бухгалтерии». К моменту монтажа этого шедевра под прошлым видео набралось ровно 72 лайка. Автор канала благодарен каждому за лайк, а также отдельный респект улетает 2 авторам дизлайков. Изначально их было 3. Спасибо тому таинственному незнакомцу, который отжал палец вниз обратно. А теперь снимаю шляпу перед теми, кто нажал на заветную красную кнопку под прошлым роликом. Добро пожаловать в нашу банду геймеров Плюшкиных. И, конечно же, текстовые спонсоры хорошего настроения – ваши комментарии. Давайте заценим, что вы там понаписали под прошлым видео. Михаил Сотников, Девкон, Евгений Мещеряков, Вячеслав Юдин, Тимофей Покровский, Данте VP Play, Эл Руссо, Кирилл Москов, Рокер Принц, Сергей Осин и No Mercy. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот распаковочный хаос до конца. Если ролик пришелся тебе по душе, ты знаешь, что делать, бахни лайк, оформи подписку, если ты этого еще почему-то не сделал, и обязательно напиши в комментариях свое мнение. Увидимся в следующих роликах. Всем пока и хороших игр! Forever young.